прошлых эпизодах нашего сериала о Чернобыле мы много рассказывали о Припяти, городе атомщиков, который был покинут в апреле 86-го, а затем превратился в мертвый город-призрак, который сейчас посещают только туристы и чернобыльские сталкеры. Но в каком-то смысле Припять не умерла, ее второй жизнью стал город Славутич, построенный после аварии на Чернобыльской АЭС в качестве нового города-спутника атомной станции. В Славутиче живут многие из эвакуированных припятчан, нашедших здесь свою новую жизнь. Славутич – самый молодой город Украины, а еще это последний город, построенный в СССР. Решение о строительстве Славутича было принято в октябре 86-го, когда стало понятно, что в Припять люди не вернутся уже никогда. Была выбрана площадка в чистом месте, подготовлен двухлетний план строительства, и уже в 87 году в Славутич въехали первые новоселы. Кстати, для них администрация города даже составляла специальные памятки-брошюры о том, как лучше обставить мебелью типовые квартиры Славутича. Планировка города Славутич очень интересная и необычная. В его постройке участвовали архитекторы и строители из 8 республик СССР, каждая из которых построила по одному кварталу города, и каждый квартал Славутича имеет свою особенную атмосферу. Всего Славутич состоит из 13 кварталов: Бакинского, Белгородского, Вильнюсского, Добрынинского, Ереванского, Киевского, Невского, который ранее носил имя Ленинградский, Московского, Рижского, Таллинского, Тбилисского, Черниговского и Печерского. Белорусского квартала в Славутиче нет, но зато на его центральной площади есть универмаг «Минск», построенный строителями из Беларуси. О том, как живет Славутич сегодня, и о том, какие перспективы есть у этого самого молодого города Украины, нам расскажет Дмитрий Баглаев, нынешний главный архитектор Славутича, который следит за благоустройством и развитием городской инфраструктуры. Здравствуйте, Да. Меня зовут Дима, я главный архитектор города Славутич. Уже где-то 2 года. Занимаюсь здесь все, что связано с архитектурой, с эстетикой, с благоустройством, с градостроительством. В общем, вот такая деятельность. Но в какой-то момент просто ты, наверное, дорастаешь до момента, когда именно хочется делать что-то другое. Вот архитектура на должности главного архитектора – это как раз и есть что-то другое. Ну, я кайфую от этой работы. Как эта передача по Discovery там переводится, не помню, типа I love my work или I love my job. Ну, если серьезно, просто моя супруга отсюда, с этого города, ее родители работали как раз на Чернобыльской станции. И мы познакомились в Киеве во время учебы, там же я остался работать. Но в какой-то момент просто решили переехать сюда. Здесь комфортно, нам для жизни комфортно. Пешеходный, уютный, компактный город, вокруг природа. Для тех, у кого увлечения связаны с аутдором, с лесом, с рыбалкой, со свежим воздухом, это прям благодатное место. Если есть где работать. Я до сих пор работал всю жизнь удаленно, поэтому для таких людей, как мы, здесь прям кайфушка. У меня есть такая некая стратегия, архитектурная стратегия на следующие 5 лет. У нас закончилась, был как документ стратегия развития Славутича, она закончилась в прошлом году. Что-то выполнили, что-то нет. И вот как раз такое, почему я сказал обнулиться, мы готовим сейчас как раз эту новую стратегию, а куда же будет этот Славутич наш двигаться дальше, да.
Славутиче совершенно точно есть какая-то своя необычная атмосфера. Город чем-то напоминает большой пионерлагерь. В нем много спортивных площадок и зон для отдыха, а во дворах некоторых кварталов просто растет лес с высокими деревьями, мхом, грибами и ягодами. Во время застройки строители сохранили внутри кварталов все ярусы настоящего леса. При этом весь город очень компактен. Весь Славутич можно обойти примерно за 40 минут. Он полностью отличается от других городов Украины. Я могу это с уверенностью заявлять, потому что жил в 3 городах, естественно, посетил очень многие города. И скажу громкую фразу, но Славутич максимально близок к идеальному городу из всех украинских городов. Мы, местные, здесь этого не ценим, не замечаем, но только пожив и побывав в других городах Украины, особенно маленьких, особенно не транзитных, как мы, можно это оценить. Можно сказать, мы сейчас обнулились. Обнулились в том плане, что наконец-то все окончательно поняли, что Славутич – это больше не город одного предприятия. Долгое время, долгий такой сегмент истории Славутич существовал как город, город, обслуживающий Чернобыльскую атомную станцию. Монопредприятие. Монопредприятие, да. И из-за разных событий, закрытия станции, процесс вывода из эксплуатации, постоянное сокращение персонала и т.д. и т.п. В общем, город постепенно пришел к тому, что нет уже монопредприятия, и чем дальше, тем больше этого не будет. И мы сейчас на этапе поиска себя. Поиска себя в этой суперконкурентной среде других малых городов Украины. Но, вот мне кажется, мы по своим стартовым позициям очень похожи на того, кто претендует стать лидером, и потому мы, знаете, такие немножко холеные, немножко расслабленные. У нас и так все неплохо, хотелось бы намного лучше, но инфраструктура классная, городок приятный, уютный, вроде бы как средний достаток у жителей. Добрый день. Вот это будете? Вот это будет. Да. Спасибо за уборку. Дождик, а вы моете. Жилье в Славутиче строится сейчас только частное. Это частные коттеджи. Это строится. Многоквартирные дома уже давно не строятся. Просто нет на это запроса. Любое строительство всегда связано просто с обычной экономикой. А частные дома строятся. Также строятся какие-то, опять же, немного, но строится, например, бизнес-парк мы реализовали. Это объект, который призван поддерживать малый и средний бизнес. Это такой европейский проект, европейский грант для толчка тех, кто без этого толчка не реализуется. Вот подобного типа объекты строятся. Строим инфраструктурные объекты, там спортивные, при том, что и так в Славутиче огромная спортивная инфраструктура. В прошлом году реализовали такой мини-стадион на 4-й школе. Прекрасное место. Я там лично сам часто играю в футбол. И очень популярное. При том, что, повторюсь, очень много уже существующей спортивной инфраструктуры.
Славутиче есть свое, очень узнаваемое визуальное искусство. На улицах и во дворах города можно встретить множество оригинальных фресок и барельефов, которые, в отличие от Припяти, сделаны на нейтральные темы и уже ничего не рассказывают об атомной энергии. Впрочем, вот этот цветной барельеф в детском саду Славутича все равно чем-то напоминает пульты управления атомной станцией. Производство электроэнергии на Чернобыльской АЭС закончилось 15 декабря 2000 года. В этот день ЧАЭС официально перестала работать как атомная станция. В наши дни Чернобыльская АЭС работает в режиме спецпредприятия, работники которого живут в Славутиче и ездят на работу на специальной электричке «Славутич-Семиходы». Раньше на центральной площади Славутича стояла очень колоритная стена, на которой была изображена атомная станция, ликвидаторы и был написан лозунг «Из пепла и праха былого мы выстроим новую быль». Несколько лет назад стену убрали, да и в целом в современном Славутиче уже не так много деталей напоминает о Чернобыле. В общем, мы такие немножко махровые. И, конечно, неизбежно мы, наверное, научимся быть теми, кто все-таки станет объективно оценивать себя и найдем себя, я уверен. Найдем себя, новый Славутич. Я слышал, ты предлагал такие варианты, как-то попробовать сделать, чтобы Славутич стал нечто вроде города для фрилансеров. Ну, это не я предлагал, это одна из идей, которую выдернешь, если любого сейчас с толпы, каждый третий это скажет. Это такая на поверхности идея, но ее, знаешь, ее проще проговорить, чем реализовать. Мое мнение личное, что слишком рисково в реалиях современного мира сделать ставку на что-то одно. Ты сам прекрасно знаешь, мы еще 2 года назад и представить себе не могли, что вдруг весь мир будет, вся экономика мировая будет жить по каким-то карантинным законам, ну то есть это было что-то из фильма. А ведь это произошло. И изменения вокруг происходят настолько разительно и настолько быстро, что стратегия жесткая, какая-то такая железобетонная в рамках, тем более на длительный срок, да, она, скорее всего, не сработает. Ну, это лотерея, а то еще и меньше шансов. Поэтому мое видение, мы должны параллельно развивать несколько направлений. Мы не знаем, какое выстрелит. Может то, а может никакое, а может все. И, грубо говоря, стратегия должна быть такая, что мы должны быть готовы абсолютно ко всему. Какое будущее ждет город Славутич, если Чернобыльская станция будет окончательно закрыта? Дмитрий Баглаев и многие другие жители города смотрят на будущее Славутича с оптимизмом. К примеру, город может стать отличным местом для жизни фрилансеров. Здесь есть быстрый интернет и вся комфортная для жизни инфраструктура. Ну а квартиры здесь стоят в несколько раз дешевле, чем, например, в Киеве. А еще многие связывают будущее Славутича с туризмом в Чернобыльскую зону, интерес к которой с каждым годом только растет. Знаешь, я не вижу и, наверное, даже не хочу в чем-то видеть Славутич увеличенный в размерах по населению. Это, меня, наверное, поругают за это мнение, но наш шарм именно вот в такой семейности. И одна из стратегий, которая мне кажется очень перспективной, очень теплой, это Славутич – город для взращивания детей.
То есть есть группа приверженцев того, что нам надо открывать университет, там, привлекать какие-нибудь вузы. А я почему-то считаю, что это не совсем верно. Мы на этом поле будем одними из. А вот в чем мы уникальны, это идеальный, безопасный, экологичный городок именно для взращивания детей. До того момента, от рождения и до момента, когда птенца из гнезда родители выкинут, и у тебя все поле для реализации. И также потом эти дети должны вернуться в этот город, чтобы родить своих детей. Или там ухаживать за своими родителями. Вот почему-то мне, наверное, хотелось бы видеть город вот именно таким. Город для взращивания детей и город для встречи такой уютной, теплой старости у камина.